Вчера война впервые перешла на территорию России. Пришла пока без жертв, но с разрушениями. Об этом очень интересно поговорить. Во-первых, потому что приход войны в Россию вообще не стал ни для кого новостью. А во-вторых, как повод для прогноза будущего Украины. Ведь в Россию война пришла, а из Украины рано или поздно уйдет. Многим кажется ведь, что этой войной Украина совершенно разорена, что от ее потенциала не осталось камня на камне, что послевоенное время будет не сильно лучше военного, и уж точно хуже довоенного. Во второй части ролика разберемся, почему это и близко не так, и обсудим, о чем нужно переживать, а о чем не стоит. А пока начнем с первого дня войны уже на российской территории. Конечно же, речь пойдет о самом удивительном эпизоде этой войны. О самом загадочном инциденте, который никто толком не объясняет, и у которого может быть два объяснения, и одно другого хуже с точки зрения российской армии. О вертолетной атаке на нефтехранилище в Белгороде. Два ударных вертолета, предположительно по очертаниям это Ми-24, на сверхмалой высоте зашли на резервуары с топливом, произвели атаку и тут же успешно скрылись. Ни одна из сторон не берет на себя ответственность, что понятно, но ни одна и не торопится обвинять оппонента. Мы еще помним, как перед войной делались постановочные кадры украинских провокаций. Как смаковали кадры разбитого сарая посреди леса и как подрывали полусписанный УАЗик. А тут два мощных взрыва в Белгороде, почти в 40 километрах по воздуху от украинской границы. То есть совсем не в приграничной полосе. И тишина в российском информационном поле. Никаких угроз сбросить в отместку ядерную бомбу на Киев. Как-то вообще все бремя информационного вот этого информирования легло на руководство Белгородской области. Кто бы знал, что оно там вообще есть. Украинская же позиция формально в отрицании, но в таком отрицании, которое не особенно-то просит в себя верить. Это скорее кокетство, чем отрицание. Это не звучит как «нет, это не мы». Это звучит как «да ладно вам, разве же это мы». Значит, что я хочу вам сказать по поводу Белгорода. Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы, приемы действий и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность, мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории Российской Федерации, несет ответственность руководство Российской Федерации. Видимо, и им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде. Может, кто-то покурил не в том месте. Может быть, еще что-то. Может, военные российские саботируют. Да, выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными им методами. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации. К ним и все вопросы. Первая версия, российское участие, выглядит очевидной как бы на первый взгляд, но в данных конкретных обстоятельствах вовсе неправдоподобной совершенно. Получается сознательная провокация, удар по собственному инфраструктурному объекту, чтобы восполнить дефицит поводов для войны. Теперь мы не заняты непонятными, значит, денацификацией и демилитаризацией, не заняты защитой Донбасса, про который на 6 лет как-то вовсе забыли. Мы теперь защищаем свою землю. Говорили же, что если бы не мы, то их, то типа они нас, и вот оно. Это, конечно, чудовищная версия. Раздолбать собственный объект энергетической инфраструктуры, сжечь кучу горюче-смазочных материалов, чтобы оправдать бомбежку украинских городов. Это уже злодейство уровня Хамаса или там ИГИЛа или Аль-Каиды. То есть уже не захватническая война, а буквальный терроризм. Такая провокация была бы ужасной и ожидаемой одновременно. Но против данной версии говорит полное отсутствие пропагандистской поддержки. Освещение инцидента таково, будто грузовик в кювет съехал, а не ракеты в нефтебазу прилетели. И это само по себе говорит в пользу второй версии, которая намного хуже. Дело в том, что ударный вертолет — это не истребитель вроде американского F-22, который спокойно себе фигачит на высоте до 20 километров, способен вдвое превысить скорость звука, напичкан снижающими радарную видимость системами и способен совершать такие маневры, что поди в него еще попади, даже самой современной ракетой ПВО. Такие штуки, как F-22 Raptor, стоят как ВВП карликового государства. В их разработку вложены макроэкономические суммы. Они специально созданы для того, чтобы находиться на самом переднем краю высокотехнологичной войны,
чтобы успешно преодолевать любые средства защиты. Это ультимативное оружие, уничтожение которого большая удача и успех. Если бы он прилетел, то, что тут поделаешь. Но ударный же вертолет, такой как Ми-24, это просто фронтовая авиация. Он создан для непосредственной поддержки войск на поле боя. Он здоровенный, летает низко и медленно, уязвим даже для ручных зенитных систем. По идее, последнее, для чего его можно использовать, это рейды в глубокий тыл противника через эшелонированное ПВО. Потому что, получится просто самоубийство. Если это правда случилось, если это правда украинский ВВС, то становится понятно застенчивое молчание российской пропаганды. А также открывается совершеннейшая бездна коррупции и непрофессионализма, просто такой катастрофы государства и его армии, по сравнению с которой посадка Матиаса Руста на Васильевском спуске у стен Кремля – детская шалость, мелкое правонарушение. Можно даже оставить за скобками то, что буквально с вечера 24 февраля, как только первые удары по украинской территории случились, российское Министерство обороны кормит публику байками о полном уничтожении украинских ВВС. За эти 5 недель устами Генерального штаба уничтожено уже столько самолетов, вертолетов и беспилотников и систем ПВО, сколько вряд ли есть у объединенных сил НАТО в Европе, не то что у Украины. Это уже бог с ним. Российское военное ведомство так обращается с цифрами, что и само себя всерьез вряд ли воспринимает. Но 2 старых советских ударных вертолета разработки 60-х годов, которые успешно прошли зону оккупации, пересекли границу, пролетели несколько десятков километров вглубь территории, успешно отработали по цели и безнаказанно скрылись, то есть в закрытом воздушном пространстве России, которое по идее наглухо контролируется ПВО, где сейчас всем запрещено летать кроме военных, провели никак не менее 30 минут, а потом еще и успешно вернулись на базу. Это настоящая катастрофа. Какая еще завоевательная война силами такой армии? Какое, побойтесь бога, противостояние с НАТО? Несчастные аналитики Пентагона сейчас не верят собственным глазам, наблюдая вертолетную экскурсию на летающих «Жигулях» с уничтожением нефтехранилищ и возвращением домой. С такими вооруженными силами, с таким ПВО вам, товарищи генералы, надо всерьез опасаться, чтобы Монголия не пошла восстанавливать историческую справедливость в форме реставрации ига и взыскания дани за весь просроченный период. Эта версия кажется фантастической, но только она соответствует информационному фону и вообще ситуации. Ведь если сейчас слишком громко возмущаться и слишком яростно грозить Украине, то придется признать зияющие дыры в защите госграницы. А потом лишить должностей и пересажать всю российскую военную верхушку. Всех, кто отвечал за оборону последние 20 лет. Придется признать, что Россия — это не страна с плохой и коррумпированной армией. Это страна, у которой армии нет вообще. Нельзя было не осветить это событие просто потому, что при всем, что мы уже узнали о своей армии, о коррупции, о некомпетентности российских властей, они все еще могут нас удивить. Воистину, на этой войне случается такое, чего в природе вообще-то не встретишь. Сегодня нет рекламы, но сейчас у нас небольшое объявление. У нас вакансии. Работать с нами сложно, но интересно. Платим хорошо. По порядку. ראשון, אנחנו צריכים מישהו שיעשה כתוביות בעברית. מחפשים מישהו שעברית היא שפת האם שלו, או שלמד בילדות. Если вы поняли, что я сказал, и вакансия вам подходит, то заполните анкету в описании. Потом мы с вами свяжемся и выдадим тестовое задание. Во-вторых, вторая вакансия. Я тут размышляю попробовать открыть второй канал, новостной. И там в редакцию требуются журналисты с опытом работы в СМИ и редактор. График будет плотный, и если вы заскучали где-нибудь в эмиграции или в отъезде по редакционным летучкам, приходите к нам. Резюме и пару слов о себе присылайте на почту в описании к ролику. Начинать надо прямо вот завтра. Третье, туда же в новости нужен бильд-редактор. Опять же, с опытом работы в СМИ, хотим человека, присылайте резюме и письмо на почту в описании. Ну вот, вроде все, продолжаем ролик. Основная наша тема сегодня – послевоенное восстановление Украины. Чем это государство станет, когда война закончится? Чего нужно бояться сейчас, а чего не стоит? Начнем с того, что не стоит. Прямые именно материальные потери не так страшны, как кажется на первый взгляд. Да, все то, что создавалось поколениями, во что вложен труд десятков миллионов людей от жилых домов до транспортной инфраструктуры, сейчас уничтожается за часы.
или дни, или недели. Это невыносимо трагичное зрелище. Каждый день наблюдать разбитые квартиры и дома. Люди долго копили на них, брали ипотеку, планировали ремонт, покупали мебель и технику, строили и обживали свой быт. Свой маленький и уютный мир, от которого за секунду ничего не осталось из-за ракеты, прилетевшей из России. Долгие годы труда, деньги и усилия — все прекратило существование в один момент. Творцы жанра ужасов, вроде Стивена Кинга, хорошо знают, что зрителю в кино страшнее всего видеть не потоки крови. Ему страшнее всего видеть бытовые детали. Когда мы видим руины кухни в Харькове, то очень легко можем себе представить, как этот холодильник стоял в привычном нам большом магазине бытовой техники, как туда пришла семья, как они спорили между собой, что это слишком дорогой, а тот слишком большой и не влезет, как читали список функций на ценнике, как принимали решения. Решение всякий смысл свой потерявшее, и от этого кровь стынет в жилах. Или руины завода. Люди получали образование, готовились к собеседованию, старались, делали карьеру. У них был какой-то план на жизнь, которого не стало в одночасье. Оценить хотя бы с приемлемой для макроэкономических величин точностью ущерб, нанесенный украинской экономике, невозможно. Понятно, что речь уже идет о сотнях миллиардов долларов. Некоторые оценки дают до 500 billion. Но совершенно точно мы говорим о сумме, превышающей годовой ВВП страны. Физически уничтожено жилье, имущество, инфраструктура, рабочие места и средства производства. Это все кажется и является ужасным. Но это самая маленькая проблема. Не станки, не дома, и не мосты, не электростанции, не плавильные печи, но только люди являются носителями экономического потенциала. Все, что создано людьми, они могут создать еще раз. История знает такие примеры. Послевоенная Европа находилась в несравнимо худшем положении, чем сегодняшняя Украина. Послевоенная Европа находилась в ситуации, когда в мире осталась лишь одна большая промышленно развитая страна, не пострадавшая в войне – это Соединенные Штаты. Только на помощь США, лежавшая в руинах Европы, могла рассчитывать. А заодно и Япония. Ныне все по-другому. Ныне война локализована в Украине, а источники ее финансирования и восстановления – весь остальной развитый мир с безграничным количеством ресурсов, который весь очень захочет помочь. Все фундаментальные экономические преимущества Украины, о которых я говорил в ролике у Варламова, кстати, если не видели, посмотрите, там этот ролик выходил перед войной, но все эти фундаментальные преимущества никуда не делись, они остались. Разбомбить их нельзя. Украина по-прежнему страна с образованным обществом, страна низких доходов, страна бесконечного потенциала по росту производительности труда, по росту доходов и по росту потребления. Это экономический чернозем. Послевоенное же восстановление Украины – это такой мегапроект, в котором, если вы и ваш бизнес не поучаствуете, то, возможно, вам вовсе не стоит заниматься предпринимательством. Это миллионы квалифицированных кадров, которым нужна работа. Это миллионы людей, которым нужны новые дома. А в дома новый ламинат, обои, электроплиты, микроволновки. Городам нужны новые мосты, линии электропередач, новые автобусы, троллейбусы и трамвайные линии. Кто-то все это должен строить, импортировать, производить, проектировать. И строить, импортировать и производить почти все и сразу придется. Будет экономика, где гигантский неудовлетворенный спрос на что угодно. Сотням тысяч новых квартир нужны сотни тысяч новых унитазов. Кто-то должен их ввести, кто-то сделать описание на сайте, кто-то прорекламировать, кто-то доставить на склад, а прежде построить этот склад взамен разбитого бомбой. Кто-то прикрутить у клиента в ванной. Так у каждого из этих людей появятся деньги на свой унитаз. А еще на телевизор и в ресторан сходить, чтобы и официант без унитаза не остался. И дело не только в прямой финансовой помощи. Весь человеческий потенциал региона поедет делать карьеру в экономике, оживающей после войны. От программиста до поэта. Рекламные стишки-то тоже кому-то надо писать. Это будет как нулевые годы в России, но на максималках. Сколачиваешь артель маляров, им богатеешь. Низкий старт – это само по себе гигантское преимущество. Тут будет происходить, поневоле, конечно, старт буквально из руин. Кажется, что ужасно, ведь нет ничего. Но когда ничего нет, это значит, что все нужно. А значит, нужны все, кто способен делать хоть что-то.
Сейчас украинское правительство, воспользовавшись военной ситуацией, стремительно отменяет регуляции, снижает налоги и все прочие обременения для бизнеса, а значит резко снижается пространство для коррупции. Буквально за дни проводятся те реформы, которые не получалось протолкнуть десятилетиями. Потому что мешали влиятельные группы интересов, паразитировавшие на пороках украинского государства. А теперь раз и все. Война-то закончится, а реформы-то, которые необходимы для восстановительного роста экономики, останутся. Владимир Путин этой войной не только реставрировал и укрепил НАТО, он стал таки тем жареным петухом, который побудил украинские элиты к назревшим еще 20 лет назад преобразованиям, который одним махом заставил сбросить с украинской экономики колодки, тормозившие ее весь постсоветский период. Украина получит после войны гигантский исторический шанс стать азиатским тигром, вроде Тайваня и Южной Кореи, где все растет супер быстро, но в Европе. Куда ты приходишь и на каждый свой доллар за пару лет зарабатываешь все 20. А вдобавок, она еще может стать центром огромного русскоязычного региона, от Киргизии до Латвии. Из всех этих стран человек в Украину поедет работать практически как к себе домой. Легко адаптируется, прочтет и поймет инструкцию настройки, спокойно включится в команду программистов или нарисует понятный потребителю сайт. То единственное, о чем реально нужно переживать, то, что не отстроить и не восстановить, это потерянные жизни людей. Это, конечно, в первую очередь гуманитарный вопрос. Жизнь любого человека бесценна. Но применительно к нашему сегодняшнему обсуждению, это и экономический вопрос тоже. Квалифицированного инженера растить долго, обучать дорого, опыт он зарабатывает непросто, но умереть может за 1 секунду, унося с собой весь свой человеческий капитал. Его нельзя ни оживить, ни реставрировать. Дома новые построят, заводы будут лучше старых, беженцы вернутся. Но для тех, кто погибнет, все закончится. Только это важно. Только жизни людей. Все остальные соображения глубоко вторичны, и все восстановится, и будет еще лучше, чем было. Ужасно жить в учебнике истории, но раз уж мы в нем и не по своей воле оказались, то нужно историю эту фиксировать. На 6-й неделе война впервые перешла границу. Она сделала это настолько буднично, что этого будто никто и не заметил. Но давайте представим себе, что новость эта пришла не сейчас, а, например, в январе. Боевые вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде. В эту новость невозможно было бы поверить, ее бы все обсуждали. А ныне наше сознание до того исказилось, что это просто новостной фон. Хотя боевые вертолеты появились уже после Второй мировой войны, а значит, это первый такой случай в истории России. Первый раз по ее территории бьет иностранный вертолет. Первый раз почти за 80 лет российский город подвергся атаке иностранной авиации в принципе. В России были люди, которые видели взрывы домов, угоны самолетов, взятие заложников. Но никто и никогда до вчерашнего дня не видел атаку боевой авиации. И это толком даже не освещается в федеральных СМИ. Теми самыми, которые просто упивались мнимыми провокациями 1,5 месяца назад. Которые готовы бумажный стаканчик, брошенный в росгвардейца, раздуть до теракта. У которых одиночный пикет — это массовые беспорядки. Для них же ракета по инфраструктуре военной в областном центре на вроде прогноза погоды. Кстати, ни в каких лихих 90-х такого не могло бы быть. Из Белгорода бы нон-стоп шел бы прямой эфир, как 11 сентября было. Вот у нас все любят сравнивать с Америкой. Ну представь себе такое в Штатах. Мексика прислала пару вертолетов и разнесла нефтебазу в Хьюстоне. Сколько секунд после этого министр обороны провел бы в своем кресле? Из этой же точки полезно оценить перспективу. Вчера мы увидели Украину и Россию. Украину, которая, находясь под тяжелейшей атакой врага, умудрилась переместить войну на его территорию. И Россию, которая не может выполнять базовые функции по охране своих границ, не имея при этом ни единого вражеского солдата на территории, ни одной оккупированной деревни, ни одного разбитого аэродрома. Сразу стало очень понятно, кто тут не настоящее государство. Сразу стало понятно, какое и кого ждет будущее. Украине действительно очень повезло с противником. Война с ним не только сплачивает страну внутри, объединяет весь мир вокруг нее, но демонстрирует такую бездну, в которую попала Россия за 22 путинских года, такую степень коррупции и некомпетентности, что уже совершенно понятно, эту войну России не выиграть ни в каком виде. А если эту войну не выиграет Россия, то значит у Украины будет независимое послевоенное будущее. Будущее, в котором она
обречена на успех. До завтра.